Недавно был организован новый турнир под названием Мегабокс. Этот турнир представляет собой сочетание бокса и современных технологий. Он проводится крупной корпорацией и обещает превзойти все существующие турниры, дав возможность любому желающему претендовать на звание сильнейшего бойца. Турнир будет проходить по всему миру, а финальный матч состоится через 3 месяца, чтобы определить настоящего чемпиона. СМИ считают этот турнир просто жестоким телешоу, но крупная корпорация рассматривает его как общественную программу. В то же время мы знаем, что бойцы, участвующие в турнире, будут оснащены специальным устройством, называемым снаряжением. Наш главный герой Джо в данный момент просматривает информацию о турнире Мегабокс, пока ему ремонтируют мотоцикл. Владелец автомастерской не знает, что Джо сделал с мотоциклом, чтобы так сильно его повредить, и посоветовал Джо зарегистрироваться и принять участие в боксерском турнире. Однако Джо не мог принять участие в турнире, даже если бы захотел, потому что он не является гражданином этой страны. Людей, живущих за пределами города, таких как Джо, называют свободными гражданами. Они не подчиняются никакому правительству, но и не имеют гражданских прав. Это как быть одновременно и на вершине, и в самом низу общества. В настоящее время Джо работает боксером на подпольной арене, где бандиты делают ставки на бои, что в любом случае не приветствуется. Когда Джо пришел на работу, его тренер-алкоголик по имени Нанбу пришел занять денег, потому что он проиграл в пари. Джо часто приходится участвовать в заранее спланированных организаторами боях, чтобы обмануть зрителей, делающих ставки на деньги. Джо чувствует себя очень подавленным, потому что ему приходится притворяться, что он на самом деле он очень талантлив. Но как нелегальному иммигранту ему ничего не остается, кроме как смириться с этим, потому что это единственная работа, которая позволяет ему зарабатывать деньги. Перед выходом на ринг Джо получил наушник, чтобы слушать указания Нанбу, и специальное снаряжение, которое помогает ему в бою, как на турнире Мегалобокс. Однако зрители и соперник Джо были очень удивлены, потому что его снаряжение было очень потрепанным. Как только он вышел на ринг и услышал сигнал к началу поединка, соперник Джо сразу же бросился в атаку. Благодаря своему современному снаряжению все могли видеть, что у него было преимущество. Но Джо легко оттолкнул его руку и начал контратаковать. Однако прежде чем он успел нанести решающий удар, прозвенел звонок, возвещающий об окончании раунда. После того, как Джо продемонстрировал свое мастерство, многие люди решили сделать на него ставку. Джо сказал Нанбу, что если бы он дрался всерьез, то соперник был бы нокаутирован с первого же удара. Но во втором раунде Джо пришлось притвориться, что он проигрывает, чтобы организаторы смогли выиграть все ставки, сделанные на него. Какой урок он из этого вынес? Дом всегда выигрывает, поэтому прекратите играть и будьте хорошим человеком. После этой работы Нанбу тоже заработал немного денег, чтобы расплатиться с долгами. Но Джо больше не интересовала эта нечестная работа, и он отправился на своем недавно отремонтированном мотоцикле на прогулку. Тем временем председатель корпорации Юки наблюдала за строительством стадиона для турнира Мегалобокс. Рядом с Юки был боец с серебристыми волосами, который подчинялся ей и которого звали Юрий. Сразу после этого, когда Юки переходила дорогу, ее чуть не сбил Джо, который ехал на машине, но Джо успел свернуть, чтобы не сбить ее, и врезался в бордюр. К счастью, Юки не пострадала. Увидев, что Юки подходит к нему, чтобы извиниться, Джо отругал ее за то, что она переходила дорогу в неположенном месте. Юки дала Джо свою визитку и попросила позвонить ей, если ему понадобится компенсация. Но когда Джо понял, что она организатор турнира Мегабокс, он отказался от ее предложения и выбросил визитку. Юки уже собиралась уходить, как вдруг Джо сказал, что ее турнир был просто ужасным. Тогда Юрий решил вызвать Джо на бой, чтобы защитить свою хозяйку. Но прежде чем они успели начать бой, Юки сказала Юрию, чтобы он возвращался с ней. На следующее утро Джо вернулся на подземную арену, чтобы, как обычно, участвовать в боях. Джо и Нанбу долго ждали своего противника, но тот так и не появился. Однако Юрий внезапно вышел на арену, облаченный в современную экипировку. Как только все увидели Юрия, они очень удивились, потому что он был чемпионом турнира Мегабокс. Юрий сказал, что пришел сюда, чтобы уладить вчерашний спор с Джо. Нанбу попытался остановить бой, потому что думал, что Джо не сможет победить Юрия, но Джо в гневе ударил Нанбу и с радостью принял вызов Юрия.
Все с нетерпением покупали билеты и делали ставки на Юрия в этом поединке. Как только начался бой, Джо бросился в атаку на Юрия, но не смог нанести ни одного удара. Даже легкий удар Юрия оставил небольшую царапину на лице Джо. Затем Юрий сказал, что победит Джо одной рукой. И действительно, он жестоко избил Джо, используя только левую руку. Когда Нанбу увидел, что Юрий сбил Джо с ног, он посоветовал Джо не вставать, если он не хочет получить еще больше травм. Но Джо упрямо поднялся и продолжил бой. Однако на этот раз Джо успешно увернулся от удара левой рукой Юрия и нанес ему удар в лицо, заставив его защищаться правой рукой. Теперь Юрий по-настоящему оценил способности Джо и решил драться обеими руками, чтобы показать Джо, что такое настоящий боец в мегабоксинге. Сразу после этого Джо бросился в атаку на Юрия, но тот нанес ему мощный удар, от которого Джо упал на землю и постепенно потерял сознание. Судья объявил победителем Юрия, когда увидел, что Джо полностью выведен из строя и больше не может подняться. Однако, когда Юрий уже собирался покинуть подземную арену, Джо внезапно встал и потребовал продолжить бой. Но Юрий отказался, потому что не хотел драться с таким слабаком, как Джо. И Юрий сказал, что если Джо хочет снова сразиться с ним, то он должен принять участие в турнире по мегабоксингу и встретиться с ним в финале. После унизительного поражения от Юрия, Джо сел на свой мотоцикл и решил, что примет участие в турнире, чтобы провести с Юрий повторный бой. В это же время Юки узнала, что Юрий отправился на подземную арену, чтобы сразиться с Джо. Она напомнила Юрию, что ему нельзя больше так просто появляться на подземной арене. Как только он вернулся на подземную арену, Джо попросил Нанбу найти способ помочь ему принять участие в турнире, но Нанбу сказал, что это невозможно, потому что Джо не является гражданином этой страны. Не говоря уже о том, что в турнире по мегабоксингу могли участвовать только 4 сильнейших бойца. Нанбу посоветовал Джо отказаться от этой безумной затеи и подготовиться к предстоящему бою. По договоренности с организатором Джо должен был проиграть в 5-м раунде, но Джо решил не слушать Нанбу и нокаутировал своего соперника одним ударом. Сразу после этого Нанбу вызвали к Фудзи, боссу этой арены, чтобы тот извинился за то, что Джо не выполнил условия. Он был вынужден работать на Фудзи, пока не выплатит долг, который взял у него взаймы. В тот день Фудзи очень сильно напугал его. Нанбу пришлось кланяться и извиняться, пока он не получил травму. Но Фудзи все равно хотел забрать у него второй глаз в качестве наказания. Не видя другого выхода, Нанбу вдруг сказал, что найдет способ, как сделать так, чтобы Джо попал на турнир по мегабоксингу. А после того, как Джо выиграет этот турнир, он выплатит Фудзи весь долг до последнего цента. Фудзи тоже заинтересовался, когда увидел решимость Нанбу. Поэтому он приказал кому-то сделать Джо поддельное удостоверение гражданина, чтобы тот смог участвовать в турнире. Получив поддельное удостоверение, Нанбу зарегистрировал Джо для участия в турнире по мегабоксингу. Сейчас Джо занимает последнее место, потому что он впервые участвует в официальном турнире. Джо будет временно жить с Нанбу на яхте, пока не начнется турнир. Джо прекрасно понимает, что должен дойти до финала, чтобы получить шанс сразиться с Юри. Но Нанбу говорит Джо, чтобы он не беспокоился о Юри и сосредоточился на победе над соперниками, чтобы подняться в рейтинге. Снаряжение Юри – это самый продвинутый тип снаряжения, созданный корпорацией. И это снаряжение было напрямую интегрировано в тело Юрия, став его частью. Тем временем группа беспризорных детей решила украсть что-нибудь на рынке. И пока владелец магазина, торгующего фототехникой, отвлекся, им удалось украсть у него несколько фотоаппаратов. Джо и Нанбу зашли в магазин, чтобы купить запчасти для снаряжения Джо. Но Нанбу вдруг пришел в восторг, когда увидел снаряжение, сделанное из титанового сплава. Охранник сообщил им, что это была первая модель, выпущенная технологической корпорацией. Сразу после этого в магазин пришли дети, чтобы продать только что украденные фотоаппараты, и владелец магазина дал им в качестве оплаты немного конфет. Однако мальчик по имени Сасио был очень рассержен, потому что владелец магазина дал им на одну конфету меньше, чем они договаривались взять. Увидев, что Сасио не собирается сдаваться, владелец магазина достал маленький нож, чтобы припугнуть мальчика, и Джо пришлось вмешаться, чтобы предотвратить худшее. Дети быстро ушли, но владелец магазина успел порезать Джо нос. Джо и Нанбу вернулись на свою лодку, стоявшую под мостом, и Нанбу пришлось долго тренировать Джо,
потому что его первый противник был очень сильным. Играя с друзьями в реке, Сасио узнал, что Джо собирается участвовать в турнире. Поэтому Сасио попросил Джо взять его с собой на турнир. Но Джо не хотел брать с собой такого ребенка, как Сасио, и мальчик в гневе ушел. На следующее утро друзья Сасио пришли к Джо и сказали, что владелец магазина, торгующего запчастями, поймал мальчика, потому что тот пытался украсть у него снаряжение из титанового сплава. Мальчик попросил своих друзей раздобыть для Джо снаряжение, чтобы он мог участвовать в турнире. Тем временем владелец магазина приказал охраннику избить Сачио, чтобы заставить мальчика вернуть снаряжение. Но тут неожиданно появился Джо на своем мотоцикле и сбил охранника. Однако после столкновения охранник остался цел и невредим. Нанбу и ребята как раз подоспели, когда Джо удалось спасти Сачио. Затем Джо снял куртку, под которой оказалось титановое снаряжение. Но после первого же удара охранника оно разлетелось на мелкие кусочки. Однако Джо решил, что справится с охранником голыми руками. Джо бросился на охранника и, к всеобщему удивлению, сбил его с ног. После этого случая Джо стал по-другому относиться к Сачио и решил взять его с собой на турнир в качестве помощника. Через несколько дней Джо отправился на арену Мегалар Бокс, чтобы принять участие в своем первом отборочном матче. Его противником был, казалось бы, сильный боец, занимавший 185 место в рейтинге, но Джо дрался с ним без снаряжения и вспомогательных средств. Оказалось, что накануне вечером Нанбу предложил Джо драться без снаряжения, потому что бой голыми руками привлек бы больше внимания сильных соперников и СМИ. Если бы этот план сработал, Джо быстрее бы продвинулся в рейтинге и раньше попал бы в финал турнира. Вернемся к настоящему времени. Все были удивлены, что Джо дрался без снаряжения. Противник Джо решил, что тот его недооценивает и турнир ему не нужен. Но судья сказал, что нет никаких правил, которые требовали бы от участников иметь при себе снаряжение или вспомогательные средства. Как только начался бой, противник Джо непрерывно атаковал его, вынуждая его уклоняться от ударов. Он перешел в наступление и несколько раз ударил противника в лицо, но из-за отсутствия экипировки его удары были не такими сильными. И наоборот, хотя у противника была экипировка, он двигался медленно, но если бы он нанес удар, Джоу наверняка получил бы серьезную травму. Он ударил Джоу всего один раз, и тот сразу же упал, несмотря на то, что блокировал удар. Джоу поднялся только после того, как счет дошел до 5. Нанбу подозвал его к себе, чтобы обсудить ситуацию. Нанбу хотел, чтобы он не допускал таких ошибок, как сейчас, если не хочет вылететь из турнира. Он хотел, чтобы Джоу не думал о том, чтобы наносить удары, а больше двигался, чтобы вывести противника из равновесия. И он, и Сасио, находившиеся за пределами ринга, были в панике и не знали, что делать. Когда бой возобновился, Джоу почувствовал, что ноги у него стали тяжелыми. Джоу только и делал, что уклонялся, чем вызвал недовольство зрителей. Противник был очень расстроен тем, что не может нанести удар Джоу, поэтому, когда он наконец поймал Джоу, он в ярости швырнул его на пол и стал безжалостно избивать. Но рефери остановил его, потому что он нарушил правила, когда швырнул Джоу на пол. Вернемся к бою. Джоу все еще пытался уклоняться, а Нанбу за пределами ринга продолжал кричать и ругаться. Во время перерыва Нанбу и Джоу поссорились. Нанбу жаловался, что Джоу дерется неправильно, а Джоу хотел драться по-своему. Сасио вмешался и сказал, что Нанбу волнует только слава и прибыль, как и тех, кто смотрит турнир, и теперь он ничем не отличается от фальшивого тренера. Нанбу задумался и понял, что Джоу боится драться без экипировки, поэтому он посоветовал Джоу найти способ справиться со своим страхом. Услышав его совет, Джоу наконец успокоился. Сразу после этого Джо вспомнил, чему его научил Нанбу, и стал двигаться более уверенно. Противник попытался атаковать Джо, но не смог нанести ему ни одного удара. Джо даже смог нанести ему сильный удар, от которого тот упал. Увидев, что противник повержен, судья немедленно объявил Джо победителем, и зрители, стоявшие вокруг ринга, были очень удивлены и начали аплодировать Джо. В тот же день они с радостью вернулись домой после первой победы Джо на боксерском турнире. В последующие годы Джо постоянно побеждал других соперников, чтобы повысить свой рейтинг и репутацию. Он также быстро прославился тем, что не использовал защитное снаряжение. Однако, несмотря на все его достижения, Джо все еще не мог попасть в финал турнира. Поэтому Нанбу попросил репортера организовать для Джо бой с боксером высокого ранга.
Но Нанбу был очень удивлен, узнав, что боксер, который должен был драться с Джо, был его бывшим учеником. Позже мы узнаем, что этим человеком был Агаки. Нанбу никак не ожидал встретить здесь Агаки и был рад, что ему удалось избежать ада под названием «Война». Агаки был очень благодарен Нанбу за то, что тот помог ему вернуться в бокс на этом турнире. Он хотел отблагодарить Нанбу. Но Нанбу считал, что ему достаточно того, что он жив и здоров. Он был удивлен, что Агаки сейчас находится в первой семерке лучших и все равно решил сразиться с Джо, который только что прославился. Но это была единственная услуга, которую он оказал Нанбу, потому что он решил, что уничтожит Джо, уничтожит бойца, на которого Нанбу потратил столько времени. Потому что он также хотел вернуть себе то, что потерял. Нанбу вернулся и сказал Джо, что он не будет участвовать в следующем бою. Джо сердито спросил, что значит не сражаться, и Нанбу ответил, что не сражаться значит не вступать в бой. Джо думал, что победа над Гаки высокого ранга поможет ему быстрее продвинуться по службе, и именно к этому они стремились с самого начала. Но Нанбу считал, что результат будет очень плохим. Он не сказал, что Джо обязательно проиграет, но намекнул, что предстоящий бой будет очень тяжелым, а Джо сейчас недостаточно силен. Его противник знал все стратегии Нанбу и был лучшим из его учеников. Но Сасио показал ему, что Игаки уже не тот, что прежде. После возвращения с поля боя он потерял ноги и передвигался на протезах. Нанбу не мог поверить, что Игаки в таком состоянии способен сражаться. Но он также не хотел, чтобы Джо был слишком самоуверен, потому что Игаки все еще был очень силен. Но Джо был полон решимости победить Игаки, поэтому Нанбу решил его поддержать. После этого они оба отправились на тренировку. Нанбу знал, что у Джо слабая рука. Если он не сможет подобраться достаточно близко, Джо не сможет нанести удар с достаточной силой, чтобы ранить противника. Он знал, что теперь все его необычные приемы не сработают, поэтому единственным выходом было отточить уже имеющиеся навыки Джо. На следующий день Джо отправился на пробежку, а когда вернулся, спросил Сасио, где Нанбу. Нанбу вышел из дома и что-то бормотал, пока готовил еду. Джо посоветовал Сасио больше заниматься спортом, а не играть с машинами. Но мальчику это было неинтересно. Сасио нашел еще информацию о Гаки, что он был очень сильным, но из-за возраста его призвали на военную службу. Когда он вернулся, он был в подавленном состоянии. Однако после того, как он снова начал участвовать в соревнованиях, ему понадобилось всего несколько месяцев, чтобы подняться на 17-е место. Большинство его соперников были жестоко разгромлены, так что, похоже, его заявление о том, что он уничтожит Джо, не было шуткой. Тем временем Нанбу отправился на поиски Гаки, но встретил только своего нового тренера. Он привел Нанбу к могилам солдат, вернувшихся с войны. Эти люди не смогли справиться с психологическим шоком, который они испытали на поле боя, и, вернувшись домой, все они покончили с собой. Атаки не выдержал, но решил вернуться, потому что хотел снова увидеть Нанбу, но Нанбу там не было. Нанбу думал, что Атаки умер, и тренер решил, что Нанбу слишком рано сдался, получив уведомление о смерти. Нанбу знал, что был неправ, и не просил прощения у Атаки, но он лишь надеялся, что Атаки не будет выносить личные проблемы на ринг. Затем тренер встретился с Атаки и дал ему совет. Он посоветовал Атаке отказаться от этого боя и попытаться сразиться с более сильными соперниками, потому что бой с соперником низкого ранга был бессмысленным. Если бы Атаки продолжал настаивать, он выглядел бы как жалкий человек, который злится из-за того, что его бросили. Он завидовал новому ученику Нанбу, который занял место, которое должно было принадлежать ему. Но Атаки думал, что у него есть свои причины, которые тренер не мог понять. Раньше Атаки тоже так думал. Но именно Нанбу помог ему отказаться от этой идеи. Он пришел в спортзал Нанбу, чтобы найти его, но зал был закрыт и больше не работал. В это время он встретил Джо. Когда Нанбу вернулся, он услышал, что Джо куда-то ушел. Сасио нашел информацию о том, что снаряжение Огаки было не слишком тяжелым, поэтому увеличение мощности не должно было сильно повлиять на его работу. Но Нанбу знал, что Огаки выбрал легкое снаряжение, чтобы не снижать скорость, и был уверен, что новые ноги будут даже быстрее, чем старые. Нанбу узнал, что Огаки жив всего несколько дней назад. Он почти забыл все, что было связано с Огаки, поэтому не мог никого винить в том, что его ненавидели. Тем временем Огаки сказал Джо, что старый Нанбу никогда бы не стал выставлять своего ученика на бой без снаряжения, но Джо все равно верил в Нанбу.
А Огаки думал, что рано или поздно Нанбу бросит Джо, но Джо знал, что Огаки злится и винит Нанбу в своем состоянии. Джо сказал, что Огаки может винить кого угодно, но в конечном счете решение будет принимать он сам. Так что если он хотел уничтожить Джо, он мог попытаться. Но Джо сказал, что это будет нелегко. В тот вечер во время тренировки Нанбу всегда хотел, чтобы Джо научился противостоять Огаки. Но Джо был уверен, что не проиграет, поэтому Нанбу не стоило волноваться, потому что он будет сражаться по-своему. Спустя столько времени Огаки все еще не мог забыть тот день, когда он потерял ноги, но больше всего его беспокоил образ Нанбу. Бой вот-вот должен был начаться. Зрителей было слишком много, и арена не могла вместить всех. В это время Нанбу пришел к Огаки, чтобы извиниться и попросить его не вымещать свой гнев на Джо. Когда они вышли на ринг, все приветствовали и Огаки, и Джо. Нанбу вспомнил тот день, когда узнал, что Огаки умер. Он был очень зол и потерял самообладание. Теперь тренер Аоки был уверен, что Агаки должен был принять участие в этом поединке, чтобы воспрянуть духом. Поэтому он позволил ему выйти на ринг. Как только бой начался, Джо и Агаки обменялись несколькими легкими ударами. Джо упал, но быстро поднялся. И как только Джо пропустил удар, Агаки быстро нанес ему сокрушительный удар. Агаки, казалось, был настроен серьезно и хотел лишить Нанбу всякой надежды. Увидев, что Джо упал и не смог подняться до счета 5, Нанбу забеспокоился. Агаки был полон решимости взять реванш у Нанбу. Джо встал и продолжил бой с Агаки. Джо несколько раз пытался схватить Агаки, но зрителям это быстро наскучило, и они хотели, чтобы бой был честным. Сасио подумал, что Нанбу должен знать о слабых сторонах Агаки. Но Нанбу понял, что Агаки изменился. Он умело использовал свои протезы, чтобы атаковать и защищаться. Джо был выбит из равновесия, а Агаки держался на расстоянии, не давая Джо возможности контратаковать. Как только Агаки нашел брешь в обороне Джо и начал атаку, прозвенел гонг, и бой закончился. Нанбу хотел, чтобы Джо сдался, потому что он не мог победить. Тренер должен был позаботиться о том, чтобы ученик покинул ринг целым и невредимым. Он мог бы найти для Джо другой бой, чтобы не рисковать получить травму, которая могла бы помешать ему участвовать в следующих боях. Но Джо сказал, что его путь предопределен. Если Нанбу не мог продолжать бой и хотел сдаться, он должен был уйти. В противном случае он должен был просто молча наблюдать. Джо вернулся на ринг и решил равномерно распределить свои силы между двумя руками. Услышав наставление Нанбу из уст Джо, Агаки потерял самообладание и бросился на Джо, чтобы сбить его с ног. Но Джо продолжал вставать и пытался применить на практике приемы Нанбу. Благодаря стратегии, которая заключалась в том, чтобы только защищаться, чтобы подобраться к Агаки, Джо прошел во второй раунд. Тренер Агаки хотел, чтобы он прошел в следующий раунд. Агаки вспомнил, что Джо сказал ему перед боем, и это были те же слова, которые Нанбу говорил ему, чтобы он смог скрыть свои слабые стороны. Нанбу сказал Джо, что Агаки постепенно начинает его понимать и теперь просто хочет поиздеваться над ним прямо на глазах у Нанбу. Джо признал, что Нанбу был прав, но это было только начало. Теперь Агаки понял, что победить Джо не так просто, как он думал. И теперь оба стремились к победе. Джо не мог легко сдаться. Вернувшись к бою, Джо продолжал провоцировать Агаки. Сагаки стал доминировать, чтобы помучить Джо. Нанбу не понимал, какова теперь была конечная цель Агаки. Он знал, что совершил ошибку, втянув Джо в этот бой, и в то же время он был неправ, не доверяя Джо, и теперь Джо платил за него долг Агаки. Джо снова был нокаутирован, но он все равно встал и сказал, что Нанбу был неправ. Ему было все равно, что произошло между ними. Он просто видел в Агаки препятствие, которое ему нужно было преодолеть. Затем он несколько раз повторил слова Нанбу, и это вывело Агаки из себя, и он пропустил удар. Не упустив момент, Джо нанес сокрушительный удар, который сбил Агаки с ног. Затем тренер подозвал Агаки, и тот пришел в себя. Они вернулись к оборонительной стойке, как во втором раунде, ожидая, что противник допустит ошибку. Но благодаря этому последнему удару у Нанбу появилась уверенность, что Джо обязательно победит. Теперь обе стороны сражались, равномерно распределяя силы между двумя руками. Нанбу сказал Сасио, что Джо всегда удавалось выживать на подпольной арене только благодаря своей несгибаемой воле.
Агаки все чаще раскрывал свои слабые места и позволял Джо наносить ему удары. Вскоре Агаки потерял равновесие и стал получать удары один за другим. Но ему пришлось защищаться, и в конце раунда прозвенел гонг. Джо и Агаки улыбнулись друг другу. Агаки поговорил со своим тренером и сразу же отказался от продолжения боя, признав победу Джо. Джо знал, что победил, но от усталости не мог даже стоять на ногах. Причиной, по которой Агаки сдался, было то, что его протезы стали неустойчивыми. Если бы он продолжил бой, то, возможно, больше не смог бы ходить. Затем к своему бывшему ученику подошел Нанбу. Он тоже понял, что у Гики повреждена нога. Агаки пытался решить все свои проблемы, победив Джо. Он пытался найти ответ, и теперь у него был ответ, который он хотел услышать. Джо сказал ему правильные слова, что его нынешнее состояние было результатом его собственных решений, и он не имел права ни на кого обижаться. После этого он попросил Нанбу передать Джо кое-что, а именно старый билет на тотализатор, который принадлежал Нанбу. Нанбу хотел сделать ставку, чтобы заработать денег и угостить Гики ужином перед тем, как он уйдет в армию. Но поскольку он проиграл, то отдал свой билет Агаки на удачу. И действительно, этот билет спас ему жизнь, помог избавиться от мысли о самоубийстве. Затем Агаки попросил его передать Джо свои наилучшие пожелания. Не прошло и нескольких дней, как стало известно, что третий участник основного турнира по боксу получил право участвовать в соревнованиях. Этот человек был ростом 2 метра и отличался агрессивным стилем ведения боя. Когда журналисты спросили Юки, есть ли у Джо шансы на победу, она ответила, что ответит на этот вопрос только тогда, когда его рейтинг продолжит расти. Юрий только сейчас узнал, что Джо стремительно поднимается по турнирной лестнице. Судьба этих двоих еще не была решена, но коллега Юрия считал, что Джо скоро проиграет, потому что этот турнир не для новичков. После предыдущего матча слава Джо взлетела до небес. Все спешили публиковать статьи о нем. Уличные граффити с изображением Джо появились повсюду. Теперь фанаты Джо были самыми главными. Все на улице должны были их уважать. Носить одежду с изображением Джо было все равно, что носить королевские одежды. Вскоре состоялся матч между первой четверкой и первой семеркой. Нам нужно обратить внимание на этого семерку лучших в Мике. Никто не знал, есть ли у Джо шанс попасть в эту семерку. Но Нанбу не хотел ему завидовать, поэтому он просто пришел посмотреть матч и не позволил Джо участвовать в нем. Он случайно встретил Юки и сказал, что если она не даст Джо возможности участвовать в матче, многие люди подумают, что она благоволит своему брату Мике. Конечно, она бы дала Джо шанс проявить себя, если бы он не был ранен после боя с Игаки. Действительно, Джо был ранен и сидел дома на цепи, которую надел на него Нанбу, чтобы он не сбежал и не тренировался где попало. Матч между первой четверкой и Микё можно было назвать нечестным. Микки мог предугадывать все движения своего противника и успешно защищался, не оставляя ему ни единого шанса. Но Сасио рассказал, что у Микки есть устройство, которое считывает все движения противника. То есть, по сути, это было нечестное преимущество. Но когда Нанбу увидел это, он понял, что парень не просто полагается на свое устройство, чтобы победить. Внезапно Микки сделал еще одно заявление. Нанбу в радостном возбуждении побежал обратно, чтобы сообщить Джо, что удача снова на их стороне. Что Микки вызвал Джо на поединок, чтобы посмотреть, кто из них войдет в четверку лучших бойцов, которые будут участвовать в официальном турнире. И неважно, как они будут пытаться заманить их в ловушку, но как только они окажутся на ринге, у них все равно будет шанс. Хотя снаряжение у соперника довольно мощное, Джо становится сильнее по мере того, как он сражается, так что у него все еще есть шанс. Услышав это, Джо захотел пойти потренироваться, но Нанбу не позволил ему, потому что считал, что Джо еще не может ходить. Сасио слегка дотронулся до него, и ему стало больно. А когда он снял рубашку, то увидел, что все его тело покрыто синяками. Нанбу решил, что ему все же нужно отдохнуть, потому что если эти синяки будут видны на ринге, то противник будет бить именно по ним. Отдых — это тоже тренировка, он будет сильнее, когда будет в отличной форме, и шансы на победу тоже будут выше. Джо был еще более решительно настроен, когда увидел Юри на матче в тот день. Персонажи из компании спросили Юки, уверена ли она, что организует поединок между Микки и Джо. Но сам Микки объявил об этом публично, так что теперь отменить поединок было невозможно. Кроме того, несмотря на то, что Микио сотрудник компании, он теперь еще и боец, и у него есть своя свобода действий. Когда Юки уходила с совещания, ее помощник сообщил ей, что снаряжение Микио отчасти похоже на снаряжение Юри. Если так будет продолжаться и дальше, Микио будет только мешать Юки.
Похоже, у нее нет другого выхода, кроме как попросить этого человека помочь ей победить Микио. Нанбу снова встретился с журналистом и узнал, что главная компания не хочет, чтобы Микио участвовал в турнире. Нанбу должен сам выяснить причину этого. Юки заметила, что Юри день за днем совершенствует свое снаряжение. Она также видела, как ее брат Микио создает новое снаряжение для подготовки к предстоящему бою. Он знал, что Юки пыталась устроить ему бой с одним из 4 лучших бойцов, чтобы победить его. Она знала, что он был самым серьезным препятствием на ее пути, и если бы он стал чемпионом, ее положение в совете директоров пошатнулось бы. Хотя ее дедушка и выбрал ее, в конечном счете именно совет директоров обладал реальной властью. Тем временем Джо продолжал тренироваться под мостом. Нанбу объяснил, что у каждого снаряжения есть недостаток, который проявляется в задержке при ударе. Но снаряжение Микио – это машина, управляющая человеком, а не человек, управляющий машиной, поэтому задержки почти нет. Если он не будет осторожен, то закончит так же, как тот парень из 4 лучших. Но Джо хотел, чтобы Микио поменьше болтал и побольше тренировался. Он нанес мощный удар, который сбил Нанбу с ног. Причина заключалась в том, что в последнее время он тренировался с детьми. Он верил, что такой удар застанет противника врасплох. Нанбу хотел, чтобы Сасио высказал свое мнение, если у него появятся какие-то идеи в будущем. Вместо того, чтобы молча привести Джо на тренировку, не спросив его мнения, Нанбу решил научить Джо нескольким комбинациям приемов, чтобы тот мог использовать их в бою. Он хотел научить его всем приемам, которые знал сам. Они оба решили тренироваться до тех пор, пока один из них не упадет без сил. В день матча друзья Саши нашли способ пробраться на арену. Когда группа Джо собиралась выйти на ринг, они встретили Микио. Он ждал их там и сообщил, что они больше не смогут выйти на ринг, потому что он узнал, что Джо преступник и что он участвовал в подпольных боях. Если Джо выйдет на ринг, он все расскажет. Джо уже собирался наброситься на него, но Нанбу ударил его и оттащил назад. Он с самого начала знал, что исход этого боя был предрешен. Джо не появился на ринге, и начался обратный отсчет. Микио поклялся, что вернет все, что Юки у него украл, и когда часы показали 0, Джо все еще не вышел на ринг. Нанбу понял, что их путешествие подошло к концу. По возвращении Джо был очень зол, а Нанбу отправился к Фудзимаки, чтобы узнать, что их ждет. Но Нанбу не сдался окончательно. Он не знал, откуда Микио получил информацию о них, и если бы он хотел уничтожить Джо, то мог бы просто обнародовать эту информацию. Но он пришел один, чтобы заставить их сдаться. Завтра вечером у них будет последний шанс вернуться, и Нанбу попросил Фудзимаки помочь им снова выйти на ринг. Фудзимаки сообщил им, что 2 недели назад в подпольном мире появился человек, который расспрашивал о Джо. Но Фудзимаки и его люди все скрыли. Микио получил эту информацию от людей, которые были недовольны тем, что их подкупили. В общем, у Микио не было никаких доказательств, чтобы обвинить Джо. Фудзимаки предоставил ему необходимую информацию, потому что это был его последний шанс. Кроме того, Фудзимаки сообщил ему важную новость. В подпольном мире есть бывший сотрудник компании Юки, который занимался производством снаряжения. Этот человек был постоянным клиентом в магазине, поэтому, немного надавив на него, можно было получить нужную информацию. Этого человека быстро доставили к Фудзимаки, и начался процесс получения информации обо всем, что касалось этой технологической корпорации. Тем временем Микио встретился с Юри и заявил, что он обязательно примет участие в главном турнире и победит Юри, если сможет полностью уничтожить Джо. Но Юри верил в Джо и сказал Микио, чтобы тот был осторожен, потому что все еще не закончилось. Между тем, бывший сотрудник рассказал, что корпорация не была единой, а внутри нее были конфликты. Потому что проекты, над которыми работал Микио, курировал лично он, а не передавал их внутренней команде компании. Сасио подслушал их разговор и рассказал Джо. Джо подозревал, что у Микио есть причина не сражаться с ним. Бывший сотрудник сказал Нэнбоу, что они не смогут победить Микио, потому что у него есть снаряжение, которое может видеть движение противника и блокировать атаки. Но оно могло распознавать только движения, которые совершались с помощью снаряжения. А Джо не пользовался снаряжением, поэтому Микио не был уверен в своих силах, когда сражался с ним. Сасио передал Джо все, что услышал, и помог Джо обрести надежду. Нанбу решил найти кого-нибудь, кто помог бы ему вернуть Джо на ринг.
И этим человеком оказалась Юки. Он хотел, чтобы Джо и Микио снова встретились на ринге, потому что был уверен, что Джо – слабое место Микио. Но она отказалась, сказав, что Джо просто сбежал с ринга. Но он настаивал на том, что Микио заманила в ловушку его и Джо, и именно она втянула Джо в этот поединок. Но она отказывалась верить ему, потому что если он считал, что Микио заманила в ловушку его и Джо, то почему она должна была ему верить? И она не хотела надеяться на кого-то, у кого не было снаряжения. В это время Джо очень волновался, потому что когда они встретились, Микио не выказывала никаких признаков волнения и была уверена в своей способности победить Джо. Тем временем у Нанбу не было другого выхода, кроме как рассказать Юки о том, что он сам был замешан в грязном деле. Она могла поверить ему, а могла и не поверить. Но факт оставался фактом. Джо победил сильных соперников, чтобы попасть сюда, и он был настоящим профессионалом. Однако она все равно заперла Нанбу в комнате и ушла. В ту ночь, когда Джо тренировался, он неожиданно встретил кого-то, а Юки уже объявила о том, что четвертый участник официально допущен к турниру. Нанбу позвонил Сасио, чтобы сообщить, что он потерпел неудачу, но Сасио сказал ему, что Джо исчез. Он ехал на мотоцикле на церемонию. Юки только что объявила, что четвертый участник, официально допущенный к турниру, Микио. Как только он получил документ, Джо подъехал на мотоцикле и потребовал реванша с Микио. Он отказался и хотел, чтобы охрана вывела Джо с ринга. Но Юки решила довериться Джо. Она хотела, чтобы Микио снова сразился с Джо, потому что Микио должен был доказать, что он достоин этого, а не просто выйти на ринг, где противник не явился на бой. Джо получил второй шанс и получил половину выигрыша от Юки. Вскоре после этого официально состоялся бой между ними двумя, и в тот день стадион был переполнен зрителями, которые наблюдали за боем по телевизору. Хотя и говорили, что Джо был соперником Микио, но Джо все равно проигрывал на ринге, потому что Микио тоже владел боевыми искусствами и не полагался только на снаряжение. Джо был вынужден обороняться и не мог проявить себя. Он был сбит с ног, и Нанбу понял, что его постепенно раскрывают, хотя он и не использовал снаряжение. Юки знал, что это была новая модель, которую Микио разработал для боя с Юри, но теперь ему пришлось использовать ее против Джо. Джо пытался использовать новые приемы, которым он научился, но искусственный интеллект Микио быстро распознавал их и снова сбивал Джо с ног. Джо в ярости бросился в атаку, но был сбит с ног. Бой закончился, и у Джо появилось время, чтобы обдумать стратегию. Юки видел, что исход боя был ясен, но Юрий не видел. Джо все еще не нашел способ победить Микио. Чем дольше он сражался, тем больше его приемы становились предсказуемыми. Но Юки, глядя на спину Микио, знал, что Микио долго не продержится, потому что синхронизировал свой мозг с искусственным интеллектом. Чем дольше это продолжалось, тем сильнее это влияло на его мозг. Но Микио был полон решимости победить, чтобы узнать, кто достоин унаследовать компанию. В процессе тренировок Микио приходилось бесчисленное количество раз вводить себе препараты, чтобы поддерживать стабильный уровень синхронизации. Даже в третьем раунде Джо не смог переломить ситуацию. Он все еще был загнан в угол и постоянно пропускал удары. Он продолжал насмехаться над Микио, но тот все равно отправил его в нокаут. Нанбу не позволял Сасио даже приблизиться к Джо, иначе тот был бы дисквалифицирован. Он хотел, чтобы Джо нанес решающий удар, потому что верил, что сможет победить. Джо вернулся на ринг, чтобы доказать, что снаряжение не делает бойца сильнее. Ранее Юрий приходил посмотреть на тренировку Микио. Микио спросил, почему Юрий не выбрал технологию искусственного интеллекта, как он, а вместо этого выбрал это отвратительное снаряжение. Если бы Юрий выбрал Юки, то почему бы не решить здесь, кто из них победитель, а кто проигравший, и посмотреть, какое снаряжение лучше. Но Юрий сражается только с победителем. Затем он повернулся и нанес удар, который Микио отразил, но Юрий хотел знать, кто именно его отразил, Микио или искусственный интеллект. Действительно, без Юки Микио был никем. Джо получал удары, но он бросился на Микио и повалил его на пол. Оба были дисквалифицированы за нарушение правил, поэтому тот, кто совершит еще одно нарушение, будет дисквалифицирован. Затем Джо решил не защищаться и позволить Микио атаковать, но тот внезапно остановил свой удар вместо того, чтобы закончить бой. Снова закончился раунд, и Юрий сообщил нам, что искусственный интеллект хотел нанести удар, но Микио сопротивлялся. Изначально Джо не защищался, чтобы Микио не догадался о его намерениях. На самом деле он только что почти воспользовался этой возможностью. Теперь у Джо был шанс нанести один удар и закончить бой.
Микио колебался, стоит ли ему отключать автоматическую систему или нет. Команда поддержки посоветовала ему отключить ее, но он отказался. И вот, когда начался раунд, Джо все еще не занял оборонительную позицию, а просто стоял на месте. Микио нанес удар Джо в лицо, но этого было недостаточно, чтобы его вырубить. Джо попросил Нанбу помочь ему понаблюдать за боем, и тогда они оба одновременно поняли, что Микио собирается нанести завершающий удар. Нанбу знал, что это будет прямой удар левой рукой, и когда Микио бросился вперед, он выставил вперед правую руку, но затем нанес удар левой. Джо предвидел это и слегка уклонился, затем нанес прямой удар Микио в челюсть. Микио упал, а Джо остался стоять. Все громко закричали, потому что кто-то из нижней части рейтинга поднялся и стал одним из 4 участников официального турнира. Затем Микио отвернулся и официально признал Джо достойным соперником, настоящим бойцом. Хотя действия Микио были несколько негативными, никто не мог отрицать, что он изо всех сил старался показать себя, стремясь подняться и вернуть себе место в компании. Затем Джо обменялся несколькими фразами с Юри, который теперь вышел на ринг и был готов к бою. Юри вынужден был признать, что Джо достойный соперник, но все же считал его обычной бродячей собакой. В тот вечер Нанбу и его друзья устроили вечеринку в честь победы Джо. Нанбу пил со своими друзьями, а Джо просто хотел отдохнуть. Но тут Нанбу внезапно вышел на улицу, чтобы встретиться с Фудзи. Он пришел, потому что у него были незаконченные дела с Нанбу. Нанбу до сих пор не рассказал Джо и Сасио о том, что произошло на самом деле. Но Фудзи сказал, что игра окончена, и теперь ему придется объясниться с Джо. На самом деле 3 месяца назад Фудзи потребовал, чтобы он привел Джо на главный турнир, но им не разрешили участвовать. Причина заключалась в том, что Фудзи хотел устроить масштабный договорной матч, и Нанбу согласился на это с Фудзи. Теперь Нанбу пытался убедить Джо принять участие в этом договорном матче. Джо думал, что Нанбу ему не доверяет, но он знал, что этот парень очень талантлив. Просто такие люди, как они, как бы они ни старались, не могут сравниться с теми, кто обладает властью. Он действительно хотел, чтобы Джо участвовал в турнире, но им пришлось использовать фальшивые удостоверения личности. Теперь пути назад не было. Джо почувствовал, что больше не доверяет Нанбу, и решил уйти. Сасио тоже не мог поверить в то, что сделал Нанбу, и тоже ушел. Фудзи напомнил Нанбу, что если он не выполнит условия договора, то расплачиваться придется не только ему, но и 2 другим. На следующее утро 4 участников главного турнира дали пресс-конференцию. Но Джо на ней не присутствовал. Он был в доме старого дяди-механика. Старик не мог поверить, что всего 3 месяца назад Джо был никем, а теперь его знают многие. Тем временем Нанбу отправился на поиски Сасио. Мальчик думал, что Нанбу воспользовался Джо. Но он знал, что Джо ничем не отличается от него. Он знал, что отец Сасио когда-то работал инженером в этой компании и знал историю этого бывшего сотрудника. Он узнал, что компания украла исследовательский проект отца Сасио и заставила его замолчать. Маленькому мальчику пришлось признаться, что его мать тоже умерла год спустя от болезни, и именно поэтому он стал таким. Затем он взял с собой Сасио, и они вдвоем отправились на вечеринку, где была Юки. Он рассказал, что у них с Сасио была одна цель – отомстить этой компании, и они случайно оказались на одном корабле благодаря Джо. Теперь, когда Джо ушел, он мог помочь Сасио отомстить только одним способом – дать мальчику нож и позволить ему сделать это, если он захочет. У мальчика был такой план, но вдруг он увидел в доме детей и передумал. Они оба решили отомстить Джо, помогая ему достичь вершины. Они поверили в Джо. Теперь Джо их надежда. Но если Джо не выиграет матч, то им придется иметь дело с Фудзи, потому что у Фудзи достаточно сил, чтобы противостоять всему технологическому конгломерату Юки. Затем Нанбу отправился к Юки и попросил ее позаботиться о Сасио, потому что в конце концов ее компания тоже была в долгу перед мальчиком. Он не стал просить ее о многом, просто попросил позаботиться о Сасио, пока не закончится матч Джо. Это была их последняя встреча, и он также передал Юки доказательства, которые были у Сасио. Через несколько дней состоялся первый матч официального турнира. Юки провела внутреннее расследование в компании и выяснила, что исследовательский проект отца Сасио действительно был незаконно присвоен ее компанией.
В первом матче на ринг вышел мексиканский боец. Пепе, известный под прозвищем «Паук», был вторым по рейтингу бойцом. Его противником был Юрий, чемпион компании, организовавший этот турнир, по прозвищу «Король королей». Юки отправила своего помощника, чтобы тот выяснил, кто стоит за незаконной сделкой, и устранил все последствия. Джо тоже пришел посмотреть на бой Юрия, а Нанбу в это время сидел в баре и пил. В начале боя Пепе, используя свой стиль ведения боя и длинные руки, постоянно атаковал. Но Юрий сохранял спокойствие и внимательно следил за действиями противника, чтобы вовремя реагировать. Оба бойца обменивались ударами и быстро закончили первый раунд. Во втором раунде Пепе снова перехватил инициативу и бросился на Юрия, вынудив его уклоняться от опасных ударов и отступать назад. Как только Пепе начал хвастаться, что он победит Юрия, тот сразу же сделал выпад и нанес удар в челюсть Пепе, а затем еще один удар, который окончательно сбил Пепе с ног. Никто не видел, как Юрий это сделал, пока не посмотрел замедленную запись. Выходя с арены, Джо встретил Юрия. Джо понравился прием, который применил Юрий. Юрий спросил Джо, почему он не использовал снаряжение. Изначально он не использовал его, чтобы выделиться, но теперь ему нравилось ощущение, что он сражается без снаряжения. Он хотел провести бой с Юрией, такой, который помог бы ему по-настоящему вырасти, независимо от того, победит он или проиграет. Он спросил, зачем Юрию вообще нужно было сражаться. Он сражался, потому что был должен Юки. Она была единственной, кто привел его сюда. Тем временем Нанбу в пьяном виде направлялся к месту тренировок Джо. Он только что немного поговорил с Фудзи. Тот сказал, что Нанбу был похож на скорпиона, который жалит других, и это стало его второй натурой. Даже если бы они ехали верхом на лягушке, чтобы перебраться через реку, лягушка все равно бы их укусила, и они бы утонули. Так что Фудзи хотел сказать, что если бы Нанбу умел прислушиваться к своим инстинктам, то он бы вскоре утянул Джо за собой в могилу. В последующие дни пресса постоянно писала о предстоящем поединке Джо. Все ставили на победу Джо. Фудзи позвонил, чтобы сообщить, что первоначальный план Нанбу, похоже, проходит очень гладко. Теперь ему нужно было только убедиться, что Джо проиграет. Нанбу собрался уходить, и люди Фудзи последовали за ним, чтобы убедиться, что все пройдет гладко. Тем временем Юки заметила, что Сасия все еще помогает ей по дому. Маленький мальчик просто не хотел, чтобы его считали бездельником, который ничего не делает в чужом доме. Она спросила Сасио, не хочет ли он посмотреть матч Джо, но мальчик отказался и отвернулся. В тот вечер состоялся матч между Джо и его соперником, известным как смертоносный лев Гленн. В этом поединке Джо был бы как Ву Сун, только сражался бы не с тигром, а с львом. Он был известен тем, что творил чудеса без помощи технологий. Сасио немного испугался и вспомнил, как Джо учил его преодолевать страх, прикасаясь к чему-то, что помогало ему вернуться в реальность. Джо все еще думал, стоит ли ему следовать указаниям Нанбу или нет. Нанбу сидел рядом с Фудзи. Фудзи и букмекеры хотели, чтобы Нанбу позволил Джо хорошо провести первые два раунда, а в третьем раунде в последнюю минуту Джо проиграл бы бой. Фудзи пригласил Нанбу на ужин, чтобы посмотреть, не считает ли он этот ужин последним в своей жизни. Гленн, с другой стороны, устроил эффектное появление, приехав на золотом монстре-внедорожнике. Джо же, казалось, изменился. Он был одет в свою собственную экипировку, ту самую, которую он носил последние несколько месяцев, но которую все считали поношенной и немодной. Все были удивлены и подумали, что это была стратегия Джо, потому что сегодня ему было не на кого положиться. Затем Джо услышал слова Нанбу. Тот сказал, что матч-реванш состоится в третьем раунде, поэтому Джо должен продержаться до этого момента. Саша уже прибыл на арену и снова встретился со своими друзьями. Но маленький мальчик решил не заходить внутрь и убежал. Джо все еще не был в проигрышном положении, хотя Нанбу постоянно давал ему указания, но он полностью игнорировал советы старика и дрался по-своему. Действительно, он смог доставить неприятности Гленну, нанося ему удары и почти попадая крюком в подбородок. Когда Гленн контратаковал, Джо удавалось блокировать удары руками, и он продержался до конца первого раунда. На месте Нанбу телохранители Фудзи посоветовали ему не пытаться помочь Джо выиграть. Но он верил, что у Джо был шанс победить, и намеренно упустил его. Фудзи также признал, что у Джо была возможность победить, но он намеренно отказался от нее, чтобы его не обвинили в подтасовке результатов матча.
Однако было очевидно, что Джо не прислушивался к советам Нанбу. Во втором раунде Джо продолжал упрямиться и отказывался слушать Нанбу, который пытался помочь ему продержаться до третьего раунда, а не победить. Но вскоре Джо начинает сопротивляться Гленну, заставляя его прислушаться к совету Нанбу и остаться в игре. Так заканчивается второй раунд. Сасио злится на Нанбу и Джо, потому что они оба следуют только своим желаниям, но парень понимает, что он ничем не отличается от Джо, который использует его для мести. Затем парень замечает кольцо и начинает слушать, что Джо говорит о тренировках. Он отрабатывает несколько ударов. Начинается третий раунд, и Нанбу хочет, чтобы Джо сдался, обещая ему свободу, если он выдержит этот раунд. Однако Фудзи не собирается отпускать их обоих, потому что Джо всегда будет для него источником дохода. Джо оттесняют в угол ринга, и в этот момент вбегает Сасио. Парень говорит Джо, чтобы тот собрался с силами и боролся за себя. Юрий внезапно покидает зрительскую зону. Люди из букмекерской конторы вынуждены вызвать охрану, чтобы задержать Сасио, но Джо сбивает с ног удар Гленна. Юрий спустился вниз, чтобы привести Джо в чувство, потому что он обещал ему это, а Нанбу — это тот, кто дает Джо последний шанс. Он хочет, чтобы Джо встал и продолжил бой, чтобы он мог бороться с букмекерами. Он признает, что у Джо действительно есть талант, и это не просто хвастовство. Джо встает и возвращается на ринг. Он использует свое небольшое тело, чтобы уклоняться от атак Гленна, а затем наносит ему удар. Он продолжает атаковать Гленна, нанося ему удары в лицо. Хотя этот удар не достигает цели, он подготавливает следующий удар левой рукой. Этому приему он научился у Юрия. Сасио радостно подбегает и бросает удостоверение Джо. Нанбу сдался, и Фуджи думает, что его Скорпион выбрал не того человека, которого нужно ужалить. Теперь Юрий по-настоящему завидует Джо и вынужден признать, что тот отличный боец. Джо подбегает к Нанбу и видит, что тот пожертвовал своим вторым глазом ради него. Нанбу больше всех хочет, чтобы Джо добился успеха, и теперь он пожертвовал этой возможностью, чтобы помочь Джо двигаться дальше. Он не жалеет об этом решении. Фуджи позволяет им забрать Нанбу. Той ночью Юрий приходит к Юки и рассказывает ей о своем желании снять протез, чтобы сразиться с Джо на равных. Он хочет победить Джо своими силами, а не с помощью этого несбалансированного по весу приспособления. Юки сначала не хочет этого делать, потому что она хочет использовать бой Юрия, чтобы показать всему миру, как развивается индустрия производства протезов. Юки отказывает Юрию, но он не умоляет ее, а просто ставит перед фактом. Если она не согласится, он больше не вернется сюда. На следующий день Джо все еще продолжает свои изнурительные тренировки. Не только из-за того, что случилось с Нанбу, но и потому, что ему предстоит бой с Юрием. В это время возвращается Нанбу. Он привел Агаки и его тренера. Нанбу хочет попросить Агаки стать спарринг-партнером Джо, потому что он явно лучше, чем груша для битья. У них обоих есть шанс вернуться на ринг. Нога Агаки зажила, и теперь они могут свободно драться. Джо тоже сожалеет, что не смог в тот день добить Агаки. Но тренер напоминает им обоим, что это всего лишь тренировка. Нанбу очень рад, потому что всего 3 месяца назад они подтасовывали результаты боев в подпольном мире, а теперь они сражаются за звание чемпиона мира. Но цена, которую им приходится платить, не маленькая. Однако Нанбу считает, что он уже достаточно насмотрелся. Тем временем Юрий пришел в дом Миккио в лесу. Он хочет попросить Миккио помочь ему с одним делом, чтобы тот помог ему снять снаряжение, чтобы он мог сразиться с Джо. Миккио не уверен, что это получится, потому что снаряжение стало частью тела Юрия, а у Миккио есть только относительно примитивные инструменты. Тем временем Юки постоянно вспоминает Юрия. Вдруг кто-то звонит ей. Она выходит и встречает Юрия, который перенес операцию по удалению снаряжения. Микио, хотя он и ушел из семьи, думает, что должен рассказать Юки об этом. Юрий рекламировал свое снаряжение, которое он хотел получить во время многих боев. Так что теперь пусть Юрий делает то, что хочет. Но Юки все еще хочет отменить финальный бой. Затем она возвращается в компанию и узнает много правдивой информации о Джо. О том, что он просто человек без имени. Так что, обнародовав эти сведения, она могла бы отменить финальный бой. Но будет ли это правильно? И не разрушит ли она этим жизнь Юрия? Ей нужно время, чтобы подумать. Так что она пока оставит эти сведения при себе.
Нанбу вспоминает, как он впервые встретил Джо и увидел в нем потенциал, поэтому он нанял его для тренировок и заработка денег. Затем он слушает и понимает, что Джо забывает о его наставлениях равномерно распределять силу. Он не глухой, а зрячий, так что Джо не сможет его обмануть. После тренировки Агаки вынужден признать, что Джо очень талантлив и способен победить Юрия. Нанбу понимает, что, возможно, Джо все это время заботился о нем. Юрия сейчас разрывает от боли. Он постоянно стучит в дверь, вынуждая Микио запереть его. Микио говорит Юки, что Юри находится в таком состоянии уже 5 дней, и они ничего не могут сделать, кроме как молиться за него. На самом деле у Мики есть способ помочь Юри облегчить боль, но Юри отказывается и хочет справиться с этим сам. Он считает, что если бы на его месте была Юки, она бы убедила его принять лекарство, чтобы временно облегчить боль и отдохнуть. Юки пошла проведать Юри и хотела забрать его домой. Но он сказал, что его учитель учил его, что он должен присматривать за человеком, за которого готов бороться до конца. Теперь, когда он нашел такого человека, он не хочет, чтобы Юки лишила его смысла жизни. На следующее утро Юки приходит проведать Юри. Он справился с болью и снова тренируется. Она замечает, что Юрий выглядит так же, как в тот день, когда она впервые увидела его на тренировочной площадке. Тогда Юки решает уйти и прекратить отношения с Юри, чтобы он мог делать то, что хочет. Затем она идет к Джо, чтобы вернуть ему фальшивое удостоверение личности. Она действительно знала, кто он такой, но не обращала на это внимания. Она также рассказывает, что Юри снял снаряжение, чтобы сразиться с ним. Хотя Джо был шокирован, он был очень рад, что его противник проявил такую решимость. Поэтому он тоже упорно тренировался, чтобы быть в лучшей форме. И вот, наконец, настал день решающего поединка. За день до поединка Нанбу дал Джо талисман, который ему передал Игаки. И в день матча все были удивлены, увидев, что на поле сражаются два бойца без снаряжения. В то же время Сасио замечает шрамы на тех частях тела Юрия, где раньше были крепления для снаряжения. Действительно, Юрий – идеальный соперник для Джо. Юки все еще злится на Юрия и не приходит смотреть финальный поединок. Джо постепенно уступает Юрию на поле боя. Потеря снаряжения не замедляет Юрия, но позволяет ему быть в лучшей форме. Все движения Джо видны Юрию. Первый раунд заканчивается. Джо вынужден признать, что Юрий превосходит его, поэтому теперь ему нужно собраться с силами. Нанбу говорит, что хотя Юрий хорошо владеет как защитой, так и нападением, он все же человек, поэтому рано или поздно у него появится шанс. Во время перерыва Юрий не садится отдохнуть. Все думают, что он полон энергии, но Микио знает, что Юрий сейчас терпит боль после операции. Если он сядет, то уже не сможет встать. Во втором раунде Джо продолжает защищаться, но в какой-то момент он делает выпад и наносит удар, вынуждая Юрия уклониться. Когда Юрий готовится к контратаке, Джо уклоняется и наносит ответный удар. Заметив, что Юрий собирается контратаковать, он сразу же принимает оборонительную стойку. Затем он находит еще одну возможность для атаки, но Юрий уклоняется от нее и наносит прямой удар. Джо продолжает стоять, но раунд заканчивается. Манбу знает, что это будет поединок на выносливость. Кто первым совершит ошибку или устанет, тот и проиграет. В последующих раундах Джо продолжает защищаться, ожидая, что Юрий допустит ошибку. Однако Юрий очень внимателен. Он намеренно открывает бреши в обороне, чтобы Джо атаковал, и тогда он сможет контратаковать. Джо должен следить за тем, как Юрий держит руки, чтобы найти брешь в его обороне, но вероятность того, что Юрий допустит ошибку, крайне мала. Юрий наносит еще один удар, чтобы заставить Джо уклониться, и наносит ему удар в бок. Но как только он собирается нанести решающий удар, Джо уклоняется и контратакует. Ни один из них не показывает признаков усталости и не дает другому преимущества. Тем временем Юки встречается с военными, чтобы представить им свое изобретение. Однако они хотят, чтобы она добавила оружие в свой комплект. Она отказывается, потому что создает только инструменты, а не оружие, но они утверждают, что она превратила свой инструмент в оружие, разрешив бойцам использовать его на турнире. Изнурительный бой между Юрием и Джо подходит к концу 7-го раунда. Сасио видит, что Юрий сражается один без поддержки и приносит ему стакан воды.
Все они уважают такого противника, как он, и не хотят, чтобы он проиграл только из-за того, что ему не хватает воды. Юрий принимает воду и продолжает бой. Они доходят до 10-го раунда, но напряжение не спадает. К концу 11-го раунда Джо начинает проявлять явные признаки усталости. Но Нанбу напоминает ему, что он сильнейший боец турнира, и хотя Юрий чемпион, он все равно не равня Джо. Джо собирается с духом и продолжает защищаться от яростных атак Юрия. К началу 13-го раунда Джо решает прекратить защищаться. Он постоянно обменивается ударами с Юрием. На ринге становится жарче, чем когда-либо, и Юрий чувствует себя по-настоящему счастливым, что ему удалось встретиться с Джо. Затем он решает закончить бой с Джо одним ударом. Они бросаются друг на друга и наносят друг другу сильнейшие удары. Услышав о результатах боя, Юки возвращается в зал, и мы видим, как одного из двух бойцов увозят в больницу. Вскоре после этого Нанбу решает вновь открыть зал. Юрий смотрит телевизор, и Сасио приглашает его на сегодняшнюю вечеринку. Несколько дней назад Юки заходил его поздравить, но быстро ушел. Юрию кажется, что прошел целый год. Джо учится у дяди ремонтировать машины и подрабатывает курьером.